пожаловать в выпуск «Что увидеть на Сардинии за 72 часа». Погнали! Второй час. Час 4. Бонжорно, добро пожаловать в аэропорт Ольбии на Сардинии. Тара-та-там. Итак, в этом выпуске мы с вами отправляемся на удивительный остров Сардиния. По традиции разберемся во всех нюансах и особенностях отдыха в этом райском месте Италии. Постараемся понять, что в нем такого особенного, что его облюбовали богатые и знаменитые. А также на своем примере я покажу, что отдых на Сардинии вполне возможен не за все деньги мира. И так как у нас на это всего 72 часа, то сосредоточим свое внимание на самом главном, на северо-восточном побережье. Ну что ж, приступим. Прокат авто, как выяснилось, на Сардинии дело популярное. Тут даже есть отдельный терминал. Ну и, соответственно, в августе и очередь. Так что придется ждать. Час 5. Все еще ждем. Прежде чем углубиться в детали, давайте немного освежим ваши познания о Сардинии. Итак, Сардиния – это второй по величине остров Средиземного моря после Сицилии. Она принадлежит Италии, но входит в ее состав на правах автономной области. На Сардинии помимо итальянского говорят еще на своем собственном сардинском языке, который носит статус регионального. Бытует мнение, что Сардиния живет только за счет туризма, но это не так. Помимо туризма на Сардинии также довольно хорошо развиты промышленность, животноводство, виноделие, а также рыбная ловля. Еще Сардиния – это крупный производитель популярного итальянского сыра пекарина. Остров имеет глубокую древнюю историю. Первые поселенцы здесь были еще в 4-2 тысячелетии до нашей эры, о чем свидетельствуют множественные археологические памятники, найденные на Сардинии. Также Сардиния побывала за свою историю под властью римлян, арабов и других, что, разумеется, оставило свои следы в архитектуре и культуре острова. Так что любителям истории также будет не безинтересно на острове. Но все же главное, за что любят Сардинию туристы, это, конечно же, ее невероятно красивые пляжи, которых насчитывается более 300 на минуточку. И это не просто пляжи, а однозначно лучшие пляжи Европы. Помимо пляжей на Сардинии вы ожидаемо найдете вкуснейшие рестораны, а также радушное итальянское гостеприимство. В общем, я думаю, что поводов посетить Сардинию достаточно. Теперь давайте поговорим немного, где же лучше остановиться на Сардинии. Начнем с того, что остров весьма немаленький. Выбор городов и поселков, где можно остановиться, весьма обширный. И по этой причине я не буду останавливаться на конкретных. Глобально остров можно разделить на две части – северную и южную, где максимальное сосредоточение красивых пляжей и интересных мест. Есть, конечно, что посмотреть и на восточной, и на западной сторонах острова, но в них можно съездить, выбрав базу на севере или на юге. Это еще удобно и с точки зрения логистики, ведь два основных аэропорта размещены также на севере и на юге. Северный находится в Ольбии, а южный в городе Кальяри, который, к слову, является столицей Сардинии. Но, несмотря на столичность, южная часть считается более, так сказать, простым местом отдыха, в то время как северная славится как место элитного отдыха и пользуется спросом у владельцев яхт и катеров, а также просто состоятельных гостей острова. Мы же для себя на первый раз выбрали именно северную часть, и потому речь в этом выпуске будет посвящена именно ей. Кстати, помимо авиаперелета на остров можно добраться на одном из паромов, которые связывают Сардинию с материковой Италией, Испанией и Францией. Но вернемся к выбору конкретного места, и с этим здесь весьма непросто. Все потому, что отельный фонд на Сардинии весьма стар, а цены при этом прям совсем не маленькие. Поэтому при выборе места я ориентировался не на конкретный город, а исходил из цены и качества конкретного объекта проживания. Если говорить о ценах, то более-менее современный и достойный вариант здесь стартует от 250 евро в сутки в сезон. И это далеко не на первой линии. А если вы все же захотите разместиться в приличном отеле у моря, будьте готовы выложить 700-1000 евро за ночь. Есть, конечно, и варианты ниже 200 евро, но они так выглядят, что не вижу смысла ехать на дачу итальянской бабушки по такой цене. В общем, Сардиния не особо ждет бюджетного туриста. Говоря о северной части, стоит отметить, что наиболее большой выбор относительно хорошего жилья за умеренные деньги можно найти именно в Ольбии. Большой город, конкуренция и его непляжная ориентированность положительно сказывается на выборе и цене.
Для знакомства с Сардинией мы решили остановиться в Ольбии по нескольким причинам. Первое – аэропорт, сюда мы прилетели и отсюда будем улетать. Второе – близость Коста Смиральда, соответственно, практически лучшие пляжи и хорошие заведения. И третье – отель не за все деньги мира. Хотя, конечно, его тоже бюджетным не назвать, как и все на Сардинии в августе. Базировались мы в отеле «Феликс» в Ольбии для того, чтобы удобно было исследовать северно-восточное побережье Сардинии. Ну что, друзья, небольшой рум-тур нашего номера в отеле «Феликс» в Ольбии. Современный модерновый номер. Ничего сверхъестественного, но как для Ольбии прям дизайн. Самое главное — балкончик или терраса. Вот она у нас с видом на такие классические итальянские домики. И там бассейн есть еще второй на крыше. Ну и банец. Что в бане? Все есть, что надо. Даже окно. Такой вот современный отель в Ольбии. Сама Ольбия, конечно, тоже имеет свои достопримечательности, интересные места, но ввиду краткости визита мы решили не уделять ей внимания. 9:00. Главными пляжами на восточном побережье недалеко от Ольбии являются пляжи Ля-Импосто и Брандинчи. Чтобы попасть на них, необходимо заранее зарезервировать в коммуне Сан-Теодоро резервацию по 2 евро со взрослого, ссылку оставлю в описании. И, собственно, приехать. Дальше вот парковка, чтобы вы понимали, все забито. Все fully booked, 2,5 евро в час. Ну, пойдемте на пляж. Итак, мы на пляже Ля-Импосто. Я изначально пытался забронировать на пляж Брандичини. Его, кстати, называют местным Таити. Но все 1500 билетов на вторую минуту с момента открытия продаж уже как бы были недоступны. Ля-Импосто в 2 раза больше и билетов в 2 раза больше. Честно говоря, как-то особо он не впечатляет. По большей части здесь общественный пляж, и можно попасть со своим полотенцем, стульчиком и так далее. Либо же воспользоваться платной частью, она достаточно небольшая. 2 шезлонга и зонт стоят 45 евро. И нам достался в районе часа дня последний комплект. Так что учтите этот момент. Ну что, 13 часов спустя мы на пляже Брандичи, не мог его пропустить. Что можно о нем сказать? Твоей красе идет молва. Теперь я вижу, что она правдива. Пляж практически идеальный, такой баунти, прекрасная, чистая, прозрачная вода, белый песок. Он более камерный, и тем он и прекрасен. Единственный минус – он мелкий. Но это для кого как. It's been too long. Won't you come back to me? If I did you wrong, I'll make it right, you'll see. Он так же, как и его сосед, оборудован всем необходимым. Можно прийти со своим, можно арендовать. Есть туалеты, переодевалки, где есть где покушать. Так что все ок. Ну, вы понимаете популярность пляжа, если есть чекин. Я думаю, тут нечего добавить. В общем, на поверку оба этих пляжа оказались вполне себе и достойны внимания. Также здесь неподалеку есть еще один, Ла Чинта, который мы не успели проверить, но я успел на него слетать. С воздуха он также выглядит достойным внимания, а все 3 расположены у городка Сан-Теодоро, который также могу рекомендовать как место базирования на Сардинии.
и тогда все эти пляжи будут для вас, так сказать, домашними. Небольшая пауза в отеле и покорять агритуризма 14 час. Погнали. Добрый бонжорно, бонасера. Мы заехали в такой интересный опыт на Сардинии. Есть такое понятие агритуризма. Это такое фермерские хозяйства, где там есть отели, могут быть рестораны. В общем, можно остановиться пожить в сельском формате и, соответственно, и еда простая. Можно приехать как в ресторан. Очень популярно, бронировать нужно заранее. Все это не выглядит как что-то фэнси. Тут вино, хотите белое, хотите красное, просто когда бутылку вина. Тут темно, но внизу винные, винодельня, виноградные лоза растут и так далее. В Сардинии популярный вид вина верментина, очень вкусно. Ну, а вот еда будем пробовать. И одна рекомендация. Будете в агритуризма Тани Винни, бронируйте outside. Мы забыли это сделать. Сидим inside. Пробуй еще что? Еще что-то пробуй. Вот это осталось непонятно. Ну, пробуй, да, вот это самое интересное, пробуй. Это же из бычьи яйца. Я тебе говорю. Какие бычьи яйца? Я тебе говорю. Ну. Ты сейчас на вкус все поймешь. Точно бычьи яйца. Маленькие. Не маленькие, а перемолотые. Какая-то варочная история. Вот еще вот такая вот свининка на горячее, что-то типа итальянской рулки, наверное. Еще предполагается десерт, но мы уже, как говорится, не можем больше. В общем, вся эта история знакомства с фермерской кухней, она очень интересна. Кстати, вино безлимитное. Стоит здесь 50 евро с человека до отвала. Учитывая цены на Сардинии, это очень хорошее предложение. Ну и повод познакомиться с агротуризмом на Сардинии. 19 час. Пора отдыхать. До завтра. Бонжорно, друзья! Или доброе утро с Сардинии. Сегодня отправляемся исследовать невероятные пляжи северного побережья под названием Коста Смеральда. Позавтракать и новые приключения. Кстати, еще одним плюсом в пользу выбора отеля на Сардинии, в частности, и в Италии в целом, будет наличие полноценного завтрака. В противном случае вас ждет классический итальянский завтрак, который состоит из кофе и круассана, что для любителей хорошо позавтракать может быть проблемой. Я, к слову, из их числа. Ну, как вы догадались, друзья, мы в порту и берем лодку для осмотра самых интересных мест на Коста Смеральда. Ну, что успеем. Вот наша лодочка, на которой мы поплывем. Тут какой-то technical проблема. Кэп чинит, не работает радио. Без радио нас в открытые воды не пускает. А матрос пока что-то пригорюнился, читает, пока лодку чинят. Ну, уже вроде починили. Бамас. Ну, как говорится, кэп готов к отплытию. 32 час. Мы продолжаем наше путешествие по Сардинии. Лучший способ посмотреть ее главные достопримечательности, как мы уже выяснили, это пляжи. Использовать плавсредства. И благо дела, здесь есть такая уникальная опция взять лодку на прокат, ну, которую можно водить без лицензии, с мотором до 40 лошадиных сил. Стоит это мероприятие в зависимости от сезона от 150 до 350 евро. В нашем случае это 250 плюс бензин. Множество контор по побережью Сардинии предлагают такую опцию, так что обязательно стоит ее рассмотреть во время вашего визита сюда. 33-й час на Сардинии. И мы бросили якорь в бухте
рядом с городом Капо-ди-Вольпе, один из главных на Коста Смеральда. Рядом с ним расположена пара популярных пляжей. So full of emotion. You're tall as the ocean. So full of emotion. You're tall as the ocean. Главными и самыми красивыми пляжами в этом районе можно назвать пляжи Ла Сельвия, а также россыпь пляжей под названием Капричоли, которых 4, а именно Норт, Вест, Ист и Саус. Все они находятся рядом друг от друга и очень похожи. Но водичка на пляже Капричоли и Ист нам показалась настолько умопомрачительной, что мы решили там задержаться подольше и отобедать заодно. Час 34, пора и подкрепиться. Суровые будни лодочника. Непонятно, как прыгнуть так, чтобы голову не накрутить. Задом надо и за эти штуки держаться. Так, водичка. Ниже? Ой, понятно. Так, рум-тур по лодке, вернее, бот-тур, там у нас якорь, здесь у нас находятся всякие провизия подо мной. Вот такое место есть, чтобы посидеть на носу или в середине. Задняя корма, на которой можно тоже что-то делать. Ну и, собственно, место кэпа. Здесь всякие приборы. Музычка не работает, кстати. Кнопочки, управление, вперед-назад. Там зажигание, колоночки, здесь отсек хранения. Ну и, собственно, руль. Ну что, поплыли дальше. Насладившись здешними видами, мы взяли курс на бухту порта Черва. Час 36, порта Черва. Представление не нуждается. Лучший вид с дрона. На случай, если вы не знали, то немного поведаю вам про порто Черва. Собственно, это элитный, самый главный курорт для богатых и знаменитых на Коста Смеральда или Изумрудного побережья. И является одним из самых известных и роскошных курортов в Средиземноморье. Основан он был в 60-х годах прошлого века. Идейным вдохновителем его создания был исламский принц Карим Ага-хан IV, который посетил здешние места в 50-х и уж прям сильно преисполнился их красотой. Для создания порта Черва он привлек ведущих архитекторов и дизайнеров тех лет. Главной идеей проекта, помимо роскоши, была необходимость гармонично вписать новые здания в природный ландшафт, с чем они, по-моему, весьма успешно справились. С виду все в порто Черва ладненько, ничего не убивается и выглядит без лишней помпезности. Откровенно говоря, внешне в порто Черва ничего не выдает того, что это фешенебельный курорт. Кроме, конечно, марины с яхтами и суперяхтами, которые дрейфуют в прибрежных водах. Помимо яхт и лакшери-отелей, вы здесь найдете и другие атрибуты красивой жизни, а именно разнообразные бутики известных брендов, рестораны с изысканной кухней, а также ночные клубы, спа-салоны и поле для гольфа. Мы же ввиду плотного графика успели лишь прокатиться в порту, а более близкое знакомство оставили на следующий раз. На этом наш боат-трип и подошел к концу. Буэнос-Айрес, так сказать, 39-й час на Сардинии. Вчера была такая агритуризма фермерская кухня. Сегодня попробуем что-то из Michelin Recommended, ближе к порто Черва. До встречи там. Так, ресторан называется Бельведер, находится он рядом с порто Черва, ссылку на него оставлю в описании. Внешне он, конечно, не выглядит как-то там вау, возможно, вы думали, что Michelin Recommended всегда выглядит фэнси, но нет, на Сардинии большинство ресторанов достаточно старые и выглядят не соответствующие, но очень вкусно, хорошее обслуживание. Fully booked, ну и вообще итальянцы любят покушать поздно. Ну, let's go inside.
общем, очень-очень вкусное место. Ну, Мишлен не зря дается, вернее, тут не дается, а входит в список, здесь нет звезды, но очень вкусно. Здесь в основном все сифуд. Мы взяли по пасте, обе сифуд. Моя лучше. Она с тунцом, и он наконец-то правильно приготовлен. Так что очень рекомендую. Как и все на Сардинии, как бы чуть-чуть недешево. Там, в среднем, ну, здесь, наверное, обойдется, мы еще не знаем, чек. Ну, я думаю, где-то там 150-200 евро. Бутылочка из сардинского верментина. В общем, highly recommended, когда будете на Сардинии. День 3, час 54. Вчера мы во время плавания присмотрели пару неплохих пляжей. И сегодня решили там... Вчера мы приводнились, а сегодня решили там приземлиться. В общем, снова на Коста Смиральда. Собственно, путь наш лежал на пляж Капричоли, которым мы вдохновились во время нашей вчерашней морской прогулки. Уж больно он нам приглянулся и хотелось почилить там какое-то время. Но не все золото, что блестит. На поверку с берега он выглядел уже не так привлекательно, как с лодки и тем более с дрона. Так что посещение этих пляжей в формате боат-трипа будет оптимальным решением. Час 54 или 54 час. Пляж Капричоли, который мы заприметили, все занято, парковка занята, ничего нет. Едем на следующий в поисках свободных мест. Доехали до Spiaggia del Piccolo Povero. Опять были вопросы с парковкой, но место нашлось. 2,50 в час. А сейчас посмотрим, есть ли место на пляже. В общем, тут благодело места нашлись. Повера Бич, значит, цена 180 и 60 евро за комплект в зависимости, насколько близко к морю. В общем, пляж этот довольно небольшой и камерный, атмосфера здесь крайне спокойная. Продиктовано это, конечно, в первую очередь стоимостью пляжных услуг, хотя не стоит забывать, что вы можете прийти со своим полотенцем на любой из пляжей Сардинии и отдохнуть там бесплатно. Еще такая его малолюдность, видимо, продиктована ценой в близлежащих отелях, которую я решил проверить и выяснилось, что прайс стартует от 800 евро за ночь. Но Пикколо Повера не единственный здесь. У него за холмом есть еще и старший брат Гранде Повера Бич. Мы поленились туда идти, но пролет над ним я все же для вас сделал. Он, конечно, побольше, и людей там также было побольше. С воздуха оба они выглядят весьма привлекательно. Водичка и там отменная. Не было, к сожалению, солнца, и потому кадры вышли не такими сочными, но все же. В акватории бухты, где расположены оба пляжа, также было немало яхт и катеров, что свидетельствует о его популярности среди состоятельной публики. Хотя, откровенно говоря, почти в каждой бухте, где мы были, дефицита плавсредств разного калибра не наблюдалось. В общем, пляжи бухты Повера оказались вполне ничего и подходят для такого спокойного, размеренного отдыха. Здесь хороший пляжик, водичка, яхты, опять же. И нет таких толп, как на пляже Капричоли. Видимо, он менее популярен. Так что, если вам хотелось поспокойнее, то Повера самое оно. «59-й час наших приключений на Сардинии». Заехали по рекомендации в такую интересную бухту, называется Полту-Куату. Кому же намазолили яхты, следующие пару минут можно перемотать. Будет красиво.
Вот что, а катер Lamborghini я точно не ожидал увидеть. Посмотрите, какой он офигенный. В целом, Полту-Куату – это такое микропоселение, которое, по всей видимости, возникло для удовлетворения нужд как постоянных, так и залетных, если таковые бывают, у владельцев яхт и катеров в этой марине. Выполнено здесь все в таком классическом средиземноморском стиле, хотя оно несколько диссонирует с футуристичным дизайном здешних главных звезд. Но место крайне приятное, чтобы прогуляться, и при желании можно пообедать с видом на бухту. Есть несколько ресторанов, кафе и даже пару отелей. Но если вы не обладатель яхты, то селиться здесь я бы не стал. Все это добро, конечно, ярмарка тщеславия и, конечно, могла бы накормить немало детей Африки, и не только Африки. Но, блин, это красиво и признак успеха, что ли. Так что заезжайте, интересное место. Чуть не забыл познакомить вас с нашим жужиком Лянча Эпсилон, которая помогала нам в исследовании Сардинии. В первую очередь хочу сказать, что машина на Сардинии must, без нее сложно что-то увидеть. Второе, мы арендовали в местной прокатной компании, называется она Drive Alley. Крайне не рекомендую, абсолютно не клиент-ориентированные ребята. Мы изначально бронировали Fiat, после долгих разговоров, в общем, остались вот этой машиной. Даже не буду вам показывать ее в салоне, она такая сама простота. Прайс 135 евро за, собственно, 72 часа. Примерно такие же цены на все машины такого класса у всех прокатчиков. Час 62. Балконно-сардинский перекус. Час 64, но куда же без движа. Фи-Бич, самый модный клуб Сардинии, как говорят. Пошли проверим. Фи-Бич – это движовое место, которое находится в районе городка Баия, Сардиния, и работает днем как пляжный клуб, а после заката как ночной клуб. Все организовано на уровне. Также здесь есть отдельный ресторан, так что можно встретить здесь закат, поужинать и ворваться в тусовку, не отходя от кассы, как говорится. Но место это точно не бюджетное. Цены за вход на вечеринку зависят от зоны, дня недели и, собственно, приглашенной звезды. А звездами здесь бывают разные именитые мировые диджеи. В нашем случае это был Джейми Джонс. Вход включал один коктейль и стоил 65 евро с человека. Далее все коктейли в баре стартуют от 20 евро. Я, как поклонник электронной музыки и вечеринок, могу сказать, что все было очень и очень прикольно. Ну что, ребятки, движушка удалась. Завтра вылет, надо заканчивать с увеселительными мероприятиями. Ну, клубчик огонь. Рекомендую. Час 72, и мы все еще пока на Сардинии. Правда, на этом и заканчивается наше приключение здесь. Могу сказать, что ее пляжи действительно однозначно лучшие в Европе и точно легко могут конкурировать со своими азиатскими или карибскими собратьями. Однозначно рекомендую провести здесь свой летний отпуск. Если хотите немножко сэкономить, то сделайте это в июне или в июле. Ну, как говорится, аривидерчи, до встречи в следующем видео.